Здравствуйте, друзья! Мы с вами на канале Сад, огород своими руками. Сегодня я хочу провести с вами небольшой урок об обрезке одно- и двухлетних саженцев винограда. Обрезка для виноградного куста – необходимый прием. Если мы не будем производить обрезку с целью направить в нужную нам сторону, в нужное нам русло жизнь куста, мы не будем иметь ни какого урожая, одичает куст, или вообще он приобретет какое-то уродство. Короче, нужно обрезать, но прежде всего нужно знать, для чего и как на определенных стадиях производить эту работу. Наша конечная цель обрезки, первый год и второй год, это сформировать в дальнейшем 4 рукава на кусту винограда, чтобы иметь в дальнейшем какой-то урожай. Вот это однолетний куст, сорт Гордей. Сегодня нам необходимо его обрезать так, чтобы в следующем году этот кустик дал 2, а еще лучше 4 будущих рукава. То есть 2-4 лозины. И вот мы смотрим, как оставить одна почка, вторая почка, третья. Ну, больше не получится, видимо. Вот 3 почки оставляем. Можно и 4, если междоузлие покороче. Но не хотелось бы высоко слишком задирать, потому что вот этот побег, который будет в следующем году расти с верхних почек, он будет слишком высоковатый, его потом трудно будет укладывать. Вот мы на следующий год. И смотрите, здесь еще есть вот один побег. И здесь оставим одну почку. Итого 4 почки останется для урожая следующего года. Пойдемте посмотрим, что мы будем иметь с этого куста в следующем году. Друзья, мы с вами подошли к двухлетнему кусту. Это сорт Сиреневый туман. Он год назад был таким вот кустиком, который только что мы с вами посмотрели. И оно, видать, видите, вот это было оставлено. 1, 2, 3, 4, ну и самая нижняя 5 почек. И снизу пошла еще одна лозина, и даже еще одна. Вот наша с вами цель, повторяю, чтобы, обрезав однолетний кустик, мы в следующем году получили вот эти 4 будущих рукава с тех почек, которые мы с вами оставили. Вот это уже куст, который может в следующем году дать и обязан, и даст он сигнальную кисть. Что же нам с ними сделать, с этим кустом, с двухлетним сделать? Как я сказал, вот это будет 1 рукав, это 2, это 3, это 4. 5 рукав можно, он не нужен, это он как для запаса был, мы его обрежем и отсюда уберем. Вот эти все старые, которые торчащие, которые не принялись, может быть, в прошлом году, эти вещи поубирать. Вот эти сучочки тоже поубирать. Значит, сколько оставлять почек? Ну, некоторые 6 почек, 8 почек. В следующем году мы должны подвязать вот этот кустик, вот этот, именно вот эту лозу. Когда мы ее вот опустим, она перезимует, укрыта, потом поднимем весной. Вот ее нужно подвязать здесь и здесь. Вот такой вид должен иметь рукав. Вот такой. Такой же вид должен иметь рукав и вот этот. Вот так подвяжется вот этот рукав. И вот так вот его нужно обрезать. Примерно 1, 2, 3, 4. 4 почки должны лечь горизонтально на проволоку. И с них уже будут идти лозины в следующем году, которые частично будут нести на себе кисти. А вот эти все почки, это в дальнейшем будет многолетняя древесина. Они тоже пробудятся ранней весной, но мы их пообламываем. Вот это должно здесь ничего не быть. И здесь, на этом рукаве, если посмотреть, точно так же. Точно так же вот мы будем ее
привяжем здесь. Строго горизонтально на первую проволоку. Раз, два, три, четыре. Вот такой длины должны быть лозы у вас. Точно так же и с этим рукавом. Вот мы ее снимаем и смотрим, как ее обрезать. Не считаем, даже не считаем, не нужно и считать, это бесполезно. Потому что, во-первых, у разных любителей вот это расстояние до первой проволоки может быть разное. Это уже так, значит, междоузлие может быть разное. Видите, здесь, скажем, 10 сантиметров, вот на этой лозинке 5 сантиметров. А вот смотрим. Раз, два, три, четыре, ну пусть 5. Для запаса 6. По проволоке будет почек привязано. Вот так нужно формировать куст винограда следующего года. И затем, повторяю, вот это у вас будет со временем толщина, ну, в палец и больше. Это будет практически жить побег многолетний много лет, пока вы не переформируете по каким-то там причинам. Точно так же можно посмотреть, но давайте посмотрим другой кустик, если, скажем, не 4. Вот вышло всего лишь 2 рукава. Ну, по каким-то причинам сорт Джонни. Я извиняюсь, это он был посажен прошлогодний саженец, но посажен в этом году, вегетирующим. Точно так же формируем. Это будет обламываться, вот это будет привязываться. Вот таким вот образом нужно будет обрезать. Ну, а с этим нужно смотреть. Если это очень слабенький, посмотреть. Нет, не живой, не вызревший. Вот. Ну, придется вот так, до первой вызревшей почки. И затем он подвяжется сюда. Ну, это сосед пришел. Не удивляйтесь, у меня все-таки коллекция. Я больше настроен на выращивание лозы, саженцев, на испытание сортов в наших условиях. Поэтому несколько посадка у меня очень загущенная. Но если посмотреть, там 1,30 м, 1,50 м местами. Друзья, это все, о чем я хотел с вами поговорить, об осенней обрезке винограда одно- и двухлетних насаждений. Всего вам доброго, до новых встреч!